Всем привет! В этом видео я покажу, как подшить брюки вручную. У меня вот такие классические брюки. Они уже были подшиты потайными стежками с использованием брючной ленты. Я сделаю без нее. Итак, нам понадобятся брюки, игла, нитки, ножницы, линейка, мел, булавки и утюг. Для начала меряем брюки и отмечаем необходимую длину изделия булавкой на середине задней части. Далее берем линейку и мел. Измеряем расстояние от низа штанины до булавки и ставим метку. На таком расстоянии от низа ставим метку вдоль шва и с передней стороны штанины. Соединяем линию. От этой линии вниз откладываем 3 см и также соединяем линии. Это линия подгиба. От линии подгиба вниз нужно отложить еще 1,5 см для обработки среза. Срезаем лишнюю ткань по самой нижней линии. Далее я убираю остатки предыдущего подгиба и переношу все линии на другую сторону штанины и на вторую штанину. Заутюживаем подгиб на изнаночную сторону, сначала по нижней линии, затем по верхней. Вот что получается. Берем иглу и нить тон ткани. У меня нить текстурированная, она немного эластичная, но вы можете взять любую. Чем тоньше игла и нить, тем лучше. Начинаем шить со стороны бокового или шагового шва. Вводим иглу в ткань, не прошивая на лицевую сторону, то есть делаем прокол в припуске шва и фиксируем несколькими стежками. Далее шьем следующим образом. На основной ткани с изнаночной стороны иглой поддеваем одну нить и протягиваем иглу. Следующий стежок делаем в припуске подгиба штанины на 5-7 мм левее от стежка в основной ткани и захватываем 2-3 нити из ткани припуска, протягиваем иглу. Следующий стежок снова делаем в основной ткани, также на 5-7 мм левее от стежка в припуске, снова захватывая всего лишь одну нить. Чередуем стежок в основную ткань, стежок в припуск, каждый раз смещаясь влево. Важно не затягивать стежки. На основной ткани всегда захватываем одну нить, на подгибе 2-3. Строчка должна быть в меру свободной, тогда с лицевой стороны ничего видно не будет и ничего не будет тянуть. Вы можете это проверять и контролировать в процессе шитья. Вот что получается. Шьем так по кругу. В конце делаем закрепку и обрезаем нить. Шов получается аккуратный и практически незаметный.
Таким же образом подшиваем вторую штанину. Утюжим швы и заутюживаем стрелки, если они есть. Старайтесь утюжить аккуратно, чтобы не оставить следов от припуска на лицевой стороне. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Всех благодарю за просмотр, лайк и подписку. Всем пока!